Добрый день, дорогие тельцы! Добро пожаловать на мой YouTube канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на новый високосный 2024 год. Ну что, дорогие друзья, поехали, присаживайтесь поудобнее, и я буду рассказывать. Ну что, мои тельцы, вы слышали весь 23 год от меня, что необходимо начинать действовать, что необходимо начать разбираться в своей жизнью. Уровень материального благосостояния для вас — это не пустые слова. Желание жить красивой жизнью — это не пустые слова. Да? Для вас, конечно же, год не будет таким активным и динамичным, как для овнов. Да? Но в том числе для того, чтобы что-то получить в этом году, вам необходимо будет понять, на что же вы готовы пойти, какие готовы понести риски, как неожиданно или кардинально изменить свою жизнь для того, чтобы не что-то изменилось. Потому что от вас жизнь требует не быть как все, не жить по старинке, не жить заурядно, не жить скучно, а жить красиво и интересно. Вам самим этого хочется, вы всеми силами туда идете, но почему-то бездействуете. Да? Поэтому, дорогие мои любимые тельцы, понимаете, что 24 год для вас будет складываться в принципе благоприятно для деятельных тельцов. Можно идти медленно, но верно. Без особых, я бы так сказала, негативных событий для вас, но в принципе могу выделить апрель и май как активные месяцы. В это время как раз-таки Юпитер с Ураном соединятся в вашем знаке, создадут очень много гармоничных аспектов для получения прибыли, для получения тех самых плюшек. Но вы же понимаете, что оно все не бывает для того, что вот ничего не делайте, вот пришли две планеты, соединились и такие: вау, держись, все будет классно. Нет, ребят, естественно, если вы вкладывали в 23 году силы в свое развитие, в свой уровень благосостояния, в его повышение и изменение, то, конечно же, да, вы получите. То есть тот событийный ряд, который будет на небе в апреле и мае, конечно же, да, у вас тогда все получится достичь, чего вы хотите. Если же нет, тогда, понятное дело, это будет просто упущенная выгода, упущенная возможность, которой вы, между прочим, не воспользуетесь. Вы теперь про это знаете, у вас еще есть время начать действовать, и здесь, конечно же, действуйте. Да? Январь, если начнем с начала года, да, то январь месяц такой для вас будет ленный, шатковалки, несмотря на то, что Плутон меняет знак, месяц такой будет ленивый. Сложно вам будет собраться, да, в феврале, конечно же, соединение вашего управителя Венеры с Плутоном заставит вас просто максимально резко подняться, максимально резко очнуться. События, естественно, еще у нас на небе будут как раз-таки сопутствующие для того, чтобы проснуться, пробудиться, я бы так сказала, да, и весна не придет просто такая легкая и воздушная, весна придет с такими событиями прям ого-го, поэтому прекрасно понимаете, високосный год все-таки, когда он был простым. Поэтому, ребят мои любимые, дорогие тельцы, за работу, за свою жизнь, не просто за работу, как именно за место, как за работу держаться, нет, дело жизни. Та работа, которая приносит не просто прибыль, а такую классную, колоссальную статус, уровень благосостояния, материальные блага, которые для вас очень важны. То есть не просто работа, куда отбыл каторгу и вернулся домой. Нет, нет, нет. Здесь, конечно же, понимаете, что та работа, которая дает вам больше, да, то есть у некоторых людей есть работа, кто приходит и оставляет там все силы, но при этом не получает того, чего ему нужно. Это даже не в финансах, да, то есть это такое моральное удовлетворение. А вот те тельцы, кто ходят на работу и получают с работы прям моральное, материальное удовлетворение, то есть получают от работы больше, чем оставляют там, вот просто понимаете, от чего вы готовы отказаться, от каких своих ленных штучек, да, то есть от какой своей уровня лени вы готовы подвинуться, да, для того, чтобы начать действовать. Не обязательно лететь как оголделому овну, что-то там быстро изобретать, делать и туда и тому подобное. Нет, медленно, верно, продуктивно, по плану, по графику. Конечно же, просто понимая, что вам это уже необходимо, и вы засиделись. Поэтому, ребят, весна будет жаркая,
на события, но для того, чтобы вы прям поняли, что необходимо начать действовать, да. Март будет тоже сложным, но здесь понимайте, что не все зависит от вас зависит своя жизнь, поэтому здесь, конечно же, действуйте. Июль будет сложноватым, оппозиция с Плутоном, нервное напряжение, которое, естественно, конечно же, отстанет вклад на эмоциональном состоянии, на личной жизни, на любовной сфере, поэтому здесь, пожалуйста, летом будьте аккуратны. Плюсом у нас накладывается еще очень много событий на лето, и здесь понимайте, что ни в коем случае не разрушайте семью, не уходите в депрессивное состояние для того, чтобы не испортить свою жизнь и идти дальше уже со всем тем, что у вас есть, все то, что вы уже давно достигли. Не растеряйте по пути в свое лучшее будущее, которое вы себе рисуете, своими эмоциональными, мощными, давящими действиями. Поэтому, ребят, в семье берегите семью летом, она вам, естественно, еще будет нужна и пригодится. Сентябрь будет такое активно напряженное время, когда будут появляться ситуации с прошлого, нерешенные вопросики, как в работе, так и в личной жизни. Да, в основном, конечно, это будет затрагивать работу, потому что все то, что не доделали, бросили, все то, что хотелось сделать, внедрить, реализоваться, где-то оставили вот там, ссылаясь на невозможно, да, и не сделали. Поэтому на самом-то деле понимаете, что все-таки вы хотите, куда вы все-таки идете, каким человеком вы хотите стать. Это не зазорно, это нормальный ход жизни, когда вы по пути передумали. Да, кстати, про эту историю по пути передумали. Октябрь, кстати, будет, несмотря на все события, будет продуктивным и активным, прекрасным, а ноябрь будет как раз-таки тем моментом, когда не страшно по пути передумать, когда захочется вот так вот блеснуть на широкую ногу, когда захочется, даже я бы так сказала, немножечко испортить все то, что уже достигли, все то, что уже сделали. Вообще очень легко, возможно, будет испортить репутацию, да, поэтому здесь понимайте, что активные действия, все то, что вы делали, и очень бурная деятельность может все испортить. Ноябрь вообще будет сложный месяц, будет быстро портиться репутация, лететь шапки, сменяться чины, я бы так сказала, да, поэтому здесь понимайте, что возможно то, куда вы идете или хотите, или надумали себе, возможно, это не то, что вы хотите, и передумать это не страшно. Будет очень сильная, мощная проверка роскошью, проверка справедливостью. Вам будет казаться, что все несправедливо, но, ребят, поверьте, жизнь, она очень справедлива и всегда нам показывает то, что нам нужно в тот самый момент времени, да, поэтому проверка будет очень сильная и мощная. Здесь, конечно же, убирайте претензии и включайте логику, включайте адекватное состояние, хотя будет очень сложно это сделать, потому что на этот момент Марс будет в оппозиции с Плутоном, захочется просто всех пристрелить. Уран будет в оппозиции с Меркурием, когда вообще даже логика будет работать, ну, не так, как хотелось бы, не так, как мощно, причем выковыривая всю злость и обиду из прошлого, из своего подсознания. Поэтому здесь, конечно же, понимаете, что ноябрь будет месяц прям вау, очень для вас такой сложный, напряженный и давящий. Будет очень мощная проверка в ноябре, и, конечно же, желательно к этой проверке подойти разумно, а для этого необходимо вкладывать в себя, в свои силы, в развитие, в реализацию весь 2024 год. Ну и, конечно же, финал это декабрь 2024 года. Я не скажу, что он для вас будет таким очень странным, у кого-то наступит, я бы так сказала, такое некое опустошение, напряжение, но это лишь под конец года. Большая часть декабря будет такой в передышке, да, а, конечно же, последняя неделя декабря, подбой курантов 2024 года, будет, я бы так сказала, когда захочется обнулиться, наступит такое опустошение, наступит такое желание все бросить, за что боролся, да,
Поэтому здесь, мои дорогие тельцы, я ни в коем случае не хочу как-то вот снисходительно к вам отнестись или наоборот разрушить все ваши ожидания. Я лишь предостерегаю, что замахиваться на тот уровень жизни, который вы хотите, вам в 2024 году делать просто необходимо. Необходимо начать двигаться в том направлении, куда вы хотите прийти. То есть перестать вести жизнь, ленивца такого, который просто течет по течению, иначе вас просто раздавит. Необходимо начать активно вести свою жизнь. Социальная она у вас, да, либо гуманитарная она у вас, либо же она у вас вот прям вот вы ходите на работу, вы что-то такое классное делаете, да, либо же вы просто затворничаете дома. Но необходимо выходить из этого дома, необходимо выходить за рамки того, что вы себе позволяли раньше, то есть своих действий, расширять свой кругозор, расширять свой масштаб. При этом в апреле, в мае прекрасное будет время, вот прям для путешествий, для активных поездок, для того, чтобы в свою жизнь привнести нечто новое. Точно так же, как и конец ноября и первая середина декабря прекрасное время для того, чтобы прям вот расширить свой кругозор, разрешить себе позволить больше, чем вы позволяли. То есть прекрасное время для поездок, для путешествий, для того, чтобы понять, что где-то люди живут по-другому, и у них вот так, и это нормально. То есть, что жить такой обособленной жизнью, это не есть норм, да, при этом заглядывая на других, завидуя и желая вот как-то вот подсадить, да. Нет, на самом деле расширяйте границы своей жизни, границы своих действий, своих желаний. И не просто желайте, а действуйте, потому что 24-й високосный год – это год прежде всего действий. Желание или же Великая депрессия наступит в 25-м году, а нам туда еще целый год, ребята, идти и идти. Дорогие мои любимые тельцы, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если же у вас есть свой персональный вопрос, оставляйте его здесь в комментариях под этим видео, только обязательно оставляйте дату, время и место своего рождения и сам вопрос, естественно, для того, чтобы я открыла вашу натальную карту и сразу вам ответила на ваш вопрос. Без этих данных я, к сожалению, отвечать вам не смогу, а отвечать некорректно я не буду. Ребят, спасибо, что были здесь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. По классике в конце актуальные ролики, которые вы можете посмотреть, опереться и сделать свое верное решение. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.